Питер увидел вдалеке что-то движущееся. Он знал, что ему нужно быть осторожным. Поступали сообщения о хищниках в этом районе. Питер подошел ближе, чтобы посмотреть, тот ли это медведь, которого он искал. Затем его внимание привлекло кое-что еще. Он увидел черного медведя, но медведь нес ребенка. Питер побледнел, он никогда в жизни не видел такого раньше. Он должен был убедиться, что с ребенком все в порядке, однако существовала одна огромная проблема: медведь отказался отпускать ребенка. Питер медленно подошел к медведю сзади. Медведь только что опустил ребенка на землю. Это может быть его шансом доставить ребенка в безопасное место. Медведь обернулся. Сначала Питер подумал, что медведь его не заметил, но потом он увидел, как изменилось поведение медведя. Это было совсем нехорошо. Питер почувствовал, как его сердце подпрыгнуло в груди. Он никогда раньше не испытывал такого страха. Питер пристально посмотрел на медведя. По своему опыту рейнджера он знал, что ему не следует делать резких движений. Он должен был стоять совершенно неподвижно. Одно неверное движение, и это может стать его концом. Затем медведь отреагировал. Медведь схватил ребенка. Вместо того, чтобы броситься на Питера, он быстро убежал. Питер попытался разглядеть, куда это клонится, но это было слишком быстро. Ему пришлось быстро сообщить своим коллегам-рейнджерам, чтобы они подготовили спасательную группу для ребенка. Но была одна проблема. Его товарищи-рейнджеры совсем не поверили Питеру. Питер отчаянно нуждался в помощи, но, похоже, не собирался от нее отказываться. Он настаивал на том, что видел медведицу с младенцем. Питер решил, что возьмет дело в свои руки. Ему пришлось вызвать полицию. Питер вызвал полицию. Все его товарищи-рейнджеры говорили ему, чтобы он оставил это в покое. Они все думали, что Питер сходит с ума и ему мерещатся всякие вещи. Питер отказался слушать. Он рассказал полиции, что происходит. Они немедленно прибыли со всеми доступными офицерами в этом районе. Первые полицейские прибыли на место происшествия через несколько минут. Они очень серьезно отнеслись к звонку Питера. Скоро прибудет еще одно подкрепление. Затем босс Питера велел полицейским зайти в его офис. Когда они вышли, то проигнорировали Питера и направились прямо в лес. Быстро прибыли еще несколько полицейских. Они сказали Питеру оставаться на месте. Они казались довольно сердитыми. Питер понятия не имел, что происходит. Что его босс сказал этим офицерам, когда Питер столкнулся с ним лицом к лицу, он велел Питеру сесть и ждать. Скоро его будут допрашивать. Питер был сбит с толку. Офицеры вернулись через несколько минут. Питер был удивлен, они, конечно, не обыскали весь лес за считанные минуты. Должно быть, здесь происходило что-то еще. Питер скоро получит ответы, когда офицеры войдут в офис. Питера расспросили о медведе, которого он якобы видел. Они также спросили его о ребенке. Питер знал, что он видел, и, казалось, никто не воспринимал его всерьез. Он должен был докопаться до сути этого. Полиция сказала Питеру, что они скоро уедут и что они не находят это смешным. Питер не выдержал. Питеру было запрещено покидать офис, а его босс все еще хотел с ним поговорить. Он стал по-настоящему эмоциональным из-за всего того стресса, который он испытывал. Питер разрыдался. Он потребовал от своего босса, чтобы они пошли искать ребенка. Но было кое-что еще, что потрясло бы Питера еще больше. Питер был отстранен от работы. Его босс сказал ему, что он больше не может работать рейнджером. Питер действительно чувствовал, что весь мир был против него. Его босс и коллеги-рейнджеры верили, что с Питером происходит что-то действительно ужасное, что он видел вещи из-за травмирующих событий в своей жизни. Затем они попытались уговорить Питера пойти на терапию. Он только что потерял своего ребенка вместе со своей женой. Вот почему ему никто не поверил. Они думали, что эта травма все еще свежа и что он вообразил медведицу со своим собственным ребенком. Питер все сказал им, что это не так. Тогда у него появился план. Он разберется во всем этом сам. Питер решил, что пойдет в лес ранним утром.
Он подошел к своему лучшему другу Якобу, коллеге-рейнджеру. Он был удивлен, увидев Питера, он слышал, что произошло. Питер объяснил ему всю историю. Питер продолжал что-то бормотать о ребенке и медведе по дороге в лес. Якоб продолжал думать, что Питер окончательно сошел с ума. Он чувствовал необходимость позвать на помощь, но что-то удерживало его от этого. Когда они наконец добрались до того места, где Питер видел медведя, Якоб кое-что заметил. Якоб заметил вдалеке какие-то следы. Он был мгновенно заинтригован тем, что обнаружил. Он слышал о медведях, обитающих в этом районе, но это определенно было что-то большее, чем обычно. Они действительно нашли следы черного медведя. Якоб начал верить, что Питер, по крайней мере, видел медведя. Он все еще сомневался насчет ребенка. Наконец он замечает ребенка. Питер быстро бежит к малышу, который на первый взгляд кажется невредимым. Питер испытывает облегчение и гордость. Но затем он понимает, что должен выбраться из пещеры как можно быстрее. У него нет времени, чтобы тратить его впустую. Он слышит шум вдалеке. Питер понимает, что медведь возвращается. Он быстро выключает свой свет. Он слышит, как медведь ходит по пещере. Питер думает, что медведь понимает, что ребенок пропал. Затем ребенок внезапно начинает плакать. Питер пытается успокоить малыша, но уже слишком поздно. Питер понимает, что медведь заметил его. Когда он включает свет, он смотрит медведю прямо в лицо. Медведь загнал Питера в угол. Питер все еще держит ребенка на руках. Медведь, кажется, очень осторожно приближается к Питеру. Затем Питер слышит еще какие-то звуки. Ни с того ни с сего медведь, кажется, засыпает. Питер понимает, что медведь был ранен какими-то успокоительными дротиками. Затем он слышит вокруг себя множество звуков. Не осознавая этого, еще больше рейнджеров побежали внутрь пещеры, чтобы спасти Питера. Якоб позвонил им прямо перед тем, как они отправились в лес. Но они еще не закончили. Они все еще понятия не имели, откуда были родители ребенка. Полиция не сообщала ни о каком пропавшем ребенке. Рейнджеры доставили ребенка в ближайшую больницу с помощью полиции. Питер получил свои извинения, но он был полон решимости докопаться до сути этой тайны. Скоро они все раскроют. Ребенка осмотрели в больнице сразу по прибытии, группа врачей забрала ребенка для осмотра. Питер отказывался выпускать ребенка из поля зрения. Полиция разрешила Питеру остаться с ребенком. Они также взяли образец ДНК, чтобы идентифицировать ребенка. После множества проверок оказалось, что ребенок здоров. Каждый час Питер проверял, есть ли уже результаты из лаборатории. Он слышал, что они также взяли медведя, чтобы осмотреть его. Питер не спал уже 24 часа, когда наконец получил кое-какие новости. Но это была не та новость, на которую он надеялся. Медведя отпустили обратно в лес, и Питер был рад, что животное в безопасности. Но как насчет ребенка? Никто этого не искал. Питер почувствовал отчаяние. Его жена тоже приехала и уговаривала его отдохнуть. Затем капитан полиции вызвал Питера в кабинет. Они определили, что медведь спас ребенка в безопасности, он был хорошо накормлен, и ребенку не было причинено никакого вреда. Они также выяснили кое-что еще. Пришли результаты анализа ДНК. Когда капитан полиции рассказал Питеру всю историю, он разрыдался. К сожалению, родители ребенка были найдены в лесу. Очевидно, они попали в автомобильную аварию со смертельным исходом. После аварии медведь забрал ребенка к себе. Они также не смогли найти ни одной семьи. Питер не знал, на что смотреть. Затем он посмотрел на свою жену, и они оба поняли, что нужно было сделать. В конце концов они усыновили ребенка и воспитали его как своего собственного. Питер и его жена никогда в жизни не были так счастливы. Питер снова получил свою работу рейнджера и почувствовал себя на вершине мира. В конце концов, его сын тоже стал рейнджером, как и его отец.